Каждый садовод мечтает создать не только красивый, но и малоуходный сад, в котором больше времени можно потратить на отдых и созерцание красоты, нежели на тяжелый труд. А для этого стоит обратить внимание на неприхотливые культуры, которые никакого особого ухода от вас не потребуют. Про такие растения часто говорят «посадил и забыл». И надо признать, что подобных красивых экземпляров, к счастью, немало. Одними из самых неприхотливых растений считаются очитки. Многие неопытные садоводы начинают с выращивания именно подобных простых и невероятно стойких культур. Среди седумов очень много декоративных разновидностей, не только с эффектной листвой, но и красиво цветущих. Очитки очень выносливые, они не нуждаются в удобрениях и поливах и способны довольствоваться даже редкими дождями. Хотя обильнее цветут на солнечных клумбах. Также сорта с вариегатной листвой покажут себя более яркими именно на хорошо освещенных участках. Друзья, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания и наиболее интересными сортами очитков. Я буду благодарна всем вашим комментариям, советам и лайкам. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. Среди разнообразия седумов есть довольно редкие и высокодекоративные виды. Иметь в своей коллекции такие растения – большая удача, так как они совершенно беспроблемные, хорошо разрастаются и ухода практически никакого не требуют. А главное, что выглядят они очень эффектно. Одним из таких является красивый очиток линейный, вариегатный. Этот многолетник отличается не только высокой декоративностью в течение всего сезона, но и универсальностью. Седум линейный можно выращивать как на участке, так и в домашних условиях. Особенно он красив в ампельном виде. Этот сильно ветвящийся и стелющийся очиток является эффектным почвопокровником. Одно растение разрастается до 40 см в диаметре. Очиток линейный вариегатный – это яркий, пестрый контраст в любой садовой композиции. У него оригинальные удлиненные листья до 2,5 см длиной, напоминающие хвою. Особый эффект в их окраске. Они светло-зеленые, с сизоватым налетом и четко выраженной белой каймой. Цветы желтые, появляются в июне. Этот седум неприхотлив к почве и способен расти даже на каменистых участках. Очень засухоустойчив и не нуждается в удобрениях. Зимует без укрытия и хорошо переносит морозы до минус 25 градусов. В более холодных регионах кустики с осени можно прикрыть опавшими листьями или хвойным лапником. Еще один высокодекоративный почвопокровный очиток, который получил много наград на цветочных выставках благодаря оригинальной окраске листьев, это седум такисимский Атлантис. Его необычные плотные листья с зубчатым краем имеют темно-зеленую полосу в центре и яркую светло-желтую кайму. К осени листья приобретают розовые оттенки. Еще более эффектно этот очиток выглядит в период цветения, в июне, когда он сплошь покрывается ароматными золотистыми соцветиями. Кустики хорошо разрастаются. Одна розетка способна покрыть территорию до полуметра диаметром. Высота растений составляет всего 10-15 см. Такой седум будет оригинально смотреться в любом солнечном месте вашего сада, на альпийской горке, в рокариях, в совместных композициях с другими растениями и даже в контейнерах. Он совершенно неприхотлив и морозостойк, в укрытии на зиму не нуждается. Еще большей неприхотливостью, засухоустойчивостью и зимостойкостью обладает очиток камчатский вариегатум. Этот многолетний почвопокровник высотой 15-20 см хорошо разрастается, образуя эффектные плотные ковры. Сорт ценится за выносливость и высокую декоративность. Его листья плоско-округлой формы, зеленые, с выразительным бежевым окаймлением. В июле-августе кусты покрываются многочисленными соцветиями из желтых цветочков, которые по виду напоминают яркие звездочки с привлекательным розовым центром. Это растение – настоящее украшение сада. Седум камчатский сорта вариегатум эффектно выглядит как в одиночной, так и групповой посадке.
крайне редко поражается вредителями и болезнями, не нуждается в обработках, подкормках и даже в поливе. Единственное, что не любят эти растения, это чрезмерного замокания почвы. Поэтому грунт для них лучше подготовить более рыхлый. Если на вашем участке плотный суглинок, то в него можно добавить песок. Очень эффектно выглядят очитки белорозовые сортов Frosty Morn и Medio Variegata. Последний невероятно нарядный многолетник, который выделяется окраской пестрой листвы и своими розовыми цветами. Его листья имеют ярко-желтый центр и голубовато-зеленую окантовку. Цветки собраны в крупные верхушечные соцветия. Цветет седум очень обильно, с августа и до морозов. Высота кустиков до 40 см. Такие растения являются украшением сада в течение всего сезона. Среди очитков есть очень много представителей не только с декоративной листвой, но и по-настоящему красиво цветущих. Особо яркие и объемные соцветия у седума видного. Сегодня можно приобрести самые разные его сорта, которые отличаются размером куста, окраской листвы и цветов. Невероятно красивый очиток видный Moonlight Serenade. Это крупный многолетник высотой около 40 см и шириной 30 см. Листья темно-зеленые с вишнево-фиолетовым оттенком, переходящим в бронзу. У него красивые темные стебли. Соцветия розово-кремовые, которые эффектно контрастируют на фоне пурпурных бутонов. Седум сорта Stardust более компактный, около 35 см высотой. У него плотные зеленые листья и эффектные белые соцветия. Этот очиток не только неприхотливый, но и наиболее зимостойкий. Роскошные малиново-розовые цветы у седумов Brilliant и Black Beauty. У последнего сорта еще и декоративные широкие листья насыщенного пурпурно-фиолетового цвета. А как вам это чудо природы? Вечно зеленый седум диковинной формы, который называется очиток отогнутый гребешковый Кристатум. Второе его название – петушиный гребень. Выглядит он весьма необычно и скорее напоминает нечто фантастическое или инопланетное, нежели растение. Данный очиток разрастается медленнее по сравнению с другими видами. С годами он способен создать причудливый волнистый ковер, периодически меняющий окраску от салатово-золотистого до зеленого и даже насыщенных оранжево-красных оттенков. Выглядит это очень красиво. Цветет этот седум желтыми цветками-звездочками, которые ярко выделяются на фоне необычной игольчатой изумрудной листвы. Очиток Кристатум не только украсит ваш сад, но и удивит всех ваших гостей и соседей. Как, впрочем, и все растения, о которых сегодня шла речь. А если вам эта информация была хоть немного полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.